Глава 227. Повелительница дождя. Воскликнул Селянь. Уже сидящая на спине черного быка повелительница дождя подняла голову и поприветствовала принца легким кивком. Обожженный пламенем и промокший до нитки Пэймин повис на спине быка позади нее, с растрепавшимися волосами он выглядел плачевно. Чуть приоткрыв глаза, он смутно разглядел, что это Юй Шихуан поймала его. Сейчас она вдумчиво управляла быком и вовсе не собиралась смотреть на Пэймина, однако показаться перед кем-то в столь неприглядном виде для него было смерти подобно, так что генерал тут же выпрямился со словами «Повелительница», но стоило ему открыть рот, как из горла вылетело кольцо черного дыма. Жунгуан от гнева едва не сошел с ума. «Какой позор, тебя спасла женщина, да еще Юй Шихуан. Пэймин, тебе самому не совестно». Пэймин, выпуская целую вереницу дымовых кулиц, раздраженно бросил: «Ты не мог бы заткнуться?» Тем временем Пэйсу и Бань Юэ встретили на земле медленно опустившуюся с небес повелительницу дождя и подхватили Пэймина, а с тела огненного великана полетели вниз тысячи горящих камней, которые, подобно метеорам, понеслись на город. Дождь захватил еще большую площадь, но огонь и не думал угасать. По всей видимости, Цзюнь добавил магических сил в пламя. Кроме того, даже если дождевая вода погасит горящие камни, от этого не будет прока. Упавшие на землю огромные булыжники и без того изрешетят императорскую столицу, что понесет за собой множество жертв. Как назло, Селянь до сих пор тянул гиганта наверх и не мог отвлечься ни на мгновение. Он не знал, сколько богов войны находилось внизу, и смогут ли они задержать все летящие камни. Охваченный переживаниями, принц повернулся к Хуачену. «Сань Лан, что же?» Хуачен, стоя позади него, положил руку на тыльную сторону ладони принца. «ГГ, нет нужды волноваться, главное для тебя держать оборону в небе, а о происходящем на земле не беспокойся». Ухо Селяня обдало горячим дыханием, когда Хуачен это говорил, а тот чуть приподнял подбородок, предлагая принцу посмотреть вниз. Селянь перевел взгляд в указанном направлении и заметил медленно прогуливающийся снаружи людского круга силуэт в красном, с заведенными за спину руками. Прищурившись, принц в душе поразился. «Это что?» «Хуачен, еще один Хуачен». «Что это значит?» Принц резко развернулся. Но ведь Хуачен стоит за его спиной, тот легко усмехнулся. «ГГ, не пугайся. Перед тобой самый настоящий Сань Лан, без обмана, в случае обнаружения подделки верну плату». Получается, внизу бродит двойник Хуачена, которого тот, отлучившись, оставил вместо себя. Так вот почему Цзюнь ранее не заподозрил, что Хуачен проник в столицу бессмертных. А Селянь еще удивлялся, неужели тот не оставил своих соглядатаев внизу. Значит, наблюдение действительно велось, вот только для наблюдателей Хуачен не покидал города, и подозрений, разумеется, не возникло. Ши Цинсюань, которому некогда было смотреть на небо, не видел наверху Селяня с Хуаченом, зато заметил неподалеку другого Хуачена и торопливо позвал: «Собиратель цветов под кровавым дождем. Вы, наконец, вернулись. Чем вы занимались так долго? Вы придумали, как нам связаться с его высочеством?» «Нет, нет, нет, лучше сначала помогите мне справиться вот с этим. Видите, с неба летят горящие камни. Скорее, придумайте что-нибудь. Дуньте, плюньте или призовите своих бесконечных бабочек, чтобы унесли камни прочь, иначе мы погибнем». Хуачен, не говоря ни слова, с равнодушием слушал поток слов от Ши Цинсюаня, но потом, похоже, все-таки не выдержал и перебил: «Сам решай эту проблему. Вы предлагаете мне действовать самому. Не стоит шутить в такой серьезный момент, я ведь не его высочество наследный принц, мне ваши шутки не уразуметь. Чтобы я сам избавился от этого камнепада». Как вы себе это представля? Он не успел договорить, когда Хуачен, схватив его за ворот сзади, просто вытащил Ши Цинсюаня из людского круга. Тот успел среагировать немедленно и соединил руки людей, стоявших слева и справа от себя, таким образом круг не порвался. Но на этом странности не закончились, и Хуачен, оттащив Ши Цинсюаня в сторону, отвесил ему такой удар, что тот улетел прочь. Толпа нищих заголосила: «Старина ветер!
Кто-то даже с угрозой крикнул Хуачину: «Ты чего дерешься?» Ши Цинцюань, хоть и отлетел прочь, перекувыркнулся всего несколько раз и упал ничком, после чего сразу вскочил и воскликнул: все хорошо, я жив». Он не по-настоящему ударил меня, только позаимствовал магических сил, правда. Ши Цинцюань опустил взгляд на свои руки, затем оглядел свое тело, с ног до головы сияющее магическим светом, и произнес: «Градоначальник Хуа, не стоило так расстраиваться из-за того, что вы не можете встретиться с его высочеством. Если хотели позаимствовать мне магических сил, могли бы воспользоваться обычным способом. Я не против даже съесть побольше тех странных конфет, зачем же сразу драться? Может, все-таки лучше обратите взгляд в небеса. Там ведь так много камней». Тут Хуачен взмахнул рукой, бросив что-то Ши Цинцюаню. Тот без лишних раздумий поймал предмет, а приглядевшись, вмиг сделался бледным. У него в руках оказался веер повелителя ветров. Наблюдавший за всем этим со статуи Селянь наконец не выдержал: «Сань Лан, но ведь веер повелителя ветров, о! Так значит, внизу». Не обращай внимания. Временно вызвал его на подмогу. Ши Цинцюань, держа в ладони до боли знакомый веер, медленно-медленно развернулся к Хуачину. Тот равнодушно повторил: «Сам решай эту проблему». Огненный дождь почти достиг земли, люди в круге уже ощущали исходящий от падающих камней жар, по их лицам катил холодный пот вперемешку с горячим. «Старина ветер, ты точно уверен? Все правда будет в порядке?» Небесные чиновники обратились к Селяню: «Ваше высочество, наследный принц, вы уж придумайте что-нибудь поскорее». Рука Ши Цинцюаня крепко сжалась на веере, на тыльной стороне ладони вздулись вены, в глазах едва заметно показались кровавые прожилки. Мгновение, резкий поворот, взмах, на ровном месте поднялся в небо порыв ураганного ветра, который подхватил за собой дождь из горящих камней и унес прочь. Перепуганные до полусмерти попрошайки, похоже, уже приготовились броситься в рассыпную, но когда порыв ветра взъерошил им волосы, люди так и застыли, разинув рты и вытаращив глаза. Только через некоторое время послышались возгласы: божество!» Кто-то выкрикнул: «Мать моя, старина ветер, да ты никак, и впрямь бессмертный небожитель». У Ши Цинцюаня после взмаха веером до сих пор дрожали руки, он не сразу смог прийти в себя и с трудом проговорил: что за вопросы? Я же давным-давно говорил вам об этом. Ну что, теперь поверили? Не зря я трепал языком, нет, не зря. Я верю. Старина ветер божество, а мы, стало быть, лично с ним знакомы, теперь-то нас ждет процветание, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Старина ветер, давай-ка обсудим, когда у тебя найдется минутка взять нас с собой полетать. А при виде развернувшейся картины Хуачен, тихо хмыкнув, развернулся и ушел. Ши Цинцюань, все не выпуская из рук веер повелителя ветров, кое-как отшучивался от насмешек своих товарищей по несчастью, но лицо его при этом то краснело, то бледнело, со лба каплями катился холодный пот. Он поднял взгляд, словно хотел заговорить с Хуаченом, но того уже и след простыл. Неожиданно из темноты вдали от людского круга раздался странный шум: пи-пи-пи, пи-пи-пи. И кто-то особенно зоркий заметил, что это такое. Полчище крыс, а за ними там люди. Почему они пепельного цвета, не похожи на живых, что? Воскликнул Селянь. На людей надвигались крысы-подальщики и пустые сосуды из вулканического пепла. Все чудища с горы Тунлу оказались перенесены сюда. Пустые сосуды, хромая и шатаясь, переступая окаменелыми конечностями, приближались к людям, крысы, питающиеся человеческой плотью, наступали черной волной. Похоже, Цзюн-У наплевал на все и не остановится ни перед чем, чтобы разорвать круг и погрузить мир людей в хаос. Тем временем повелительница дождя велела Бань Юэ и Пэйсу: «Приглядите за генералом Пэем, я отправлюсь на защиту круга». Пэймин, лежа на спине, все выплевывал из легких черный дым, а услышав такие слова, встрепенулся: «Со мной все в порядке, я сам могу». Он попытался встать, но опять упал. Даже Пэйсу не смог на это смотреть и попросил: «Не спорьте, генерал, лучше как следует залечите ваши раны. Пусть ее превосходительство поможет им». Пэймин,
должно быть, впервые в жизни так опозорился на глазах женщины. И впервые оказался женщиной спасен. Неизвестно, от гнева ли, или же от пораненного самоуважения, у него едва не опухло лицо. Юй Шихуан, проигнорировав предложение Пэймина, с легкой улыбкой произнесла: «Генерал, не нужно себя заставлять». Затем села на быка и оставила их. Пэймин только и успел крикнуть вслед: «Ваше превосходительство!» Неожиданно чья-то рука обвила его шею, и раздался шепот: «Мой ненаглядный Пэймин», все еще пытаясь встать, услышав этот голос, помрачнел. «А ты что здесь делаешь?» Вообще-то Сюань Цзи была с ними с самого начала. После битвы с Жунгуаном Бань Юэ забрала с собой и ее, и раненого Кэмо. Услышав в голосе Пэймина недовольство, демоница взвилась: «Что я здесь делаю? Я всегда рядом с тобой. А какого черта ты уставился на повелительницу дождя? Полюбил другую, так? Собрался за ней ухлёстывать, да? Что в ней хорошего?» «Я запрещаю», Пэймин, не выдержав наконец, отбросил ее прочь и в гневе выкрикнул: «Сюань Цзи, ну почему ты думаешь только об этом, даже в такой момент? Причем здесь полюбил другую?» Я с повелительницей дождя и парой слов не перекинулся. Он впервые поднял руку на Сюань Цзи, и она, больно ударившись о землю, застыла от потрясения. Лишь через какое-то время Сюань Цзи заговорила, словно не веря своим глазам: «Мой ненаглядный Пэй, я думаю только о тебе, потому что люблю тебя. В чем моя вина? Ты никогда не был ко мне так жесток. Я правда настолько тебе противна?» Пэймин поднялся, опираясь на меч, и бросил ей: «Да что тебе объяснять?» Сюань Цзи не унималась: «Объясни. Я правда больше тебе не нужна. Я так много сделала для тебя, стала такой, неужели ты нисколько не растроган? Тебя нисколько не мучает совесть, я ведь все сказал тебе еще несколько сотен лет назад». Сюань Цзи вдруг застыла в полной растерянности. Не зная, что ей делать, демоница все же уцепилась мертвой хваткой за край одежды Пэймина и поскакала за ним на сломанных ногах. мой ненаглядный, постой, давай еще раз все обсудим». Бань Юэ, глядя на Сюань Цзи и зная, что Пэймин первым бросил ее, что демоница убила множество людей и все время пыталась навредить им, тем не менее, жалела ее. Пэймин обернулся, посмотрел на демоницу и в конце концов произнес: «Сюань Цзи, тебе пора осознать». «Что осознать? Да, ты стала такой частично по моей вине, но по большей части все это твой собственный выбор. Своими поступками ты растрогала только себя, ну а я человек с каменным сердцем. И вместо того, чтобы любить меня, лучше полюби, наконец, саму себя». Он вырвал из рук Сюань Цзи край своего одеяния и ушел, не оборачиваясь. Тем временем Ши Цинсюань одним взмахом веера израсходовал почти все магические силы. В суматохе пришлось позволить повелительнице дождя и нескольким богам войны выстроиться временным щитом. Но тут неожиданно со всех сторон послышались беспорядочные вскрики: «Кря-кря-кря, это и есть императорская столица, кря! Какие большие дома, кря, и чему тут дивиться? Все равно они меньше, чем дом градоначальника, вот именно. И не такие красивые, как дом градоначальника. Из-за углов, из переулков, с карнизов крыш повыглядывала разномастная нечисть, отчего вокруг стало невыносимо шумно. Все демоны из призрачного города высыпали на улицы столицы, заклинатели и монахи во главе с всевидящим глазом, стоящие в круге, не в силах этого вынести, заголосили: «Что это за твари? Кыш-кыш! Пошли прочь! Это земля, по которой ступает Сын Неба. Как вы смеете разгуливать по императорской столице? Ты свиная голова! Как тебе хватило смелости появиться передо мной? Если зрение меня не подводит, эта утка убивает крыс». В тот же миг в недовольных полетели поминальные фрукты с могил. «Закройте карты, вонючие монахи! Вам помогают, а вы нос воротите. Да если бы не приказ градоначальника, думаете, кто-нибудь захотел бы явиться сюда? Сейчас же подите ниц и поклонитесь нам в ноженьки». Крысоподальщики, сверкая красными глазами, набежали волной. Вот только все повернулось совсем не так, как они ожидали. Ворвавшись в город, крысы встретились с толпой демонов, крупнее них в несколько раз, которые принялись тыкать в них вилками, палками и когтями,
при этом жадно завывая и сверкая еще более свирепыми взглядами горящих красным глаз. «Как много крыс! Сюда, сюда! Хи-хи-хи! Как долго я вас ждал! Мне еще не приходилось отведать 2000-летней закуски к вину. Наверняка очень питательно, их так много. Разве можно съесть всех?» — градоначальник сказал. «Если не съедим, можем забрать на продажу, видя что положение складывается не в их пользу, крысы в страхе отступили, а пустые сосуды оказались опрокинуты беспорядочно бегущими в рассыпную грызунами. Опасность миновала, и Селянь с облегчением выдохнул, обернулся и сказал: «Все благодаря тебе, Сань Лан». Хуачен улыбнулся. «Они сами вызвались помочь, я тут ни при чем. По сравнению с этим. ГГ, берегись». На последней фразе его тон вдруг сделался резким. Селянь перевел взгляд вперед, увидев, как огненный великан совершает новое движение, кладет руку на пояс, словно собираясь что-то достать. Сердце принца сжалось. «Это меч»,